мультитул, который у вас не украдут. Не, ребята, это фигня, оно не работает. Всем привет! Сегодня у меня на обзоре очередной мультитул от Nextool. Хотя, возможно, это мультифункциональный нож. Предыдущий мультитул был морячок. Sailor, вернее, мини-Sailor. Он как бы хороший, но просто хороший. Назвать его отличным, который можно носить с собой в кармане, я, к сожалению, не могу. А этот, я надеюсь, я буду носить, и от него будет реальная польза. У меня его даже пытались похитить. Вот такая вот дыра была найдена при получении с почты. Но, скорее всего, посмотрели, что там не Laserman, а Nextool, и подумали: Nextool, мультитул, какая связь, и брать не стали. В общем, мультитул, который у вас не украдут. Вскрываем. Вот так вскрываем эту коробку, вернее пакет, и получаем вот такую вот коробочку. Пакуют, как вы знаете, Nextool мультитулы в небольшие коробки. Конечно же, в этом асе это свистечи. Это реальный мультитул с плоскогубцем. Модель E1 10 в одном. Причем здесь реальный 10, в отличие от морячка. Там, где заявлено 13, а там 10 нету. Размер 79. Это максимальная длина. Ширина 25 и ширина 19. Сталь у нас идет 420 G2. Сталь самая обычная, но, в общем-то, нам большего от нее и не нужно. Посмотрим, что у нас внутри. Опа! Так. А у нас есть сам нож, инструкция. Может пригодиться для тех, кто никогда не пользовался многофункциональным инструментом. Здесь даже 11 функций. Одну бонусом приложили. Вот так она выглядит, инструкция. Кстати, все языки. И к нему еще идут, кстати, хорошо запакованные, герметично запасные лезвия. Вот, собственно, из-за этого, из-за того, что здесь есть два инструмента, в которых можно заменять биты, заменять ножи, собственно, этим меня этот нож и привлек. Вот так он выглядит, если положить его рядом с морячком. Единственное, чего в нем не хватает, это пассатижей. Но я думаю, E2 сделают Nextoolовцы и туда засунут пассатижи. Данный мультитул всем видом показывает, что он городской. Во-первых, в виде микросхемы сделана верхняя часть. Во-вторых, вот такая вот клипса, которая позволяет его вам повесить на джинсы. И он абсолютно не выглядывает. И если вы вдруг решили данный нож использовать на природе или где-то вне помещения, давайте я вам покажу, как неприродно там смотрится это тельце Nextool E1. Веточки вы им стругать не будете, канаты резать не будете, поэтому это чисто городской нож. И что я хочу сказать. Для городского ножа нож получился вполне себе сбалансированный. Есть пару минусов, о них позже, а для начала давайте взвесим. 94,86. 59 на 26 на 19. В общем-то, все сходится, даже померяли толщину по клипсе. И я не ожидал, думал, тут мерять будут, чтобы потоньше казался. Пользовался я данным ножом около месяца. И что я успел заметить? Он очень хорошо сделан. Да, некоторые тестировщики, так сказать, пытались им резать канаты и, естественно, ломали. На мой взгляд, довольно-таки тупо. Немножко мы его протестируем и, естественно, канаты резать не будем. Давайте рассматривать, например, с этой стороны. Первый инструмент, ради которого я его и брал. Вот такой вот довольно удобный крепеж для съемных ножей. Для того, чтобы его снять, немножечко поддеваем. И нож выпадает. Нужно поставить назад, в обратном порядке ставим. Защелкиваем. Скорее всего, с этой стороны это удобнее делать. Оп, защелкнули и пользуемся. В комплекте к этому ножу есть еще 3 запасных полотна. Вы, в общем-то, можете подобрать любой формы. Главное, чтобы эта форма ложилась сюда. На мой взгляд, нож подобран максимально длинный. То есть, более длинный сюда точно не войдет. А этот четенько входит. Более короткие тоже должны стать. Ну, а более длинные, естественно, сюда уже не станут. Зачем это нужно? Скрывать коробочки, подрезать какие-то заготовки, если вы занимаетесь 3D-печатью. Если вы клеите модельки. Вот, насколько помню, у меня был с таким лезвием нож. Их удобно было менять и удобно какой-то облой срезать. В общем, для таких мелких работ давайте проверим. На упаковке от китайской доставки вообще отлично ее разрезает. Большой плюс, вы всегда его можете заменить, и нож у вас будет всегда бритвенной остроты. На этой стороне есть еще один просто офигительный инструмент. Это вот такая вот отвертка. Естественно, она полностью повторяет отвертку из Laserman. Это большой плюс для тех, у кого есть Laserman, потому что вы можете взять набор бит по адекватной цене, хорошего качества и пользовать их в Laserman. Подходит для большинства бытовых задач. Ну, к примеру, в моем случае всякие маленькие электронные гаджеты удобно разбирать. Например, сменить ребенку в машинке батарейку. Я вам скажу, довольно-таки удобно.
Для плоской отвертки я, в общем-то, сильных задач не придумал. Ну вот, к примеру, вам нужно заменить в фонарике батарейку. А здесь у вас под рукой вдруг не оказалось монетки, то вот такая плоская отвертка вам поможет. И, естественно, любой с плоским шлицом винт, она тоже поможет открутить. Довольно-таки надежно сделано. И для такого размера отвертки надежности хватит с головой. В этом положении он не фиксируется, но довольно-таки крепко держится. Если нужно применить усилия, можно и вот таким образом пользоваться без проблем. И что я заметил? В этом ноже все инструменты сделаны просто с офигительным для китайцев качеством. Качество на уровне того же Victorinox. Не продуманность, не надежность, а именно качество обработки. То есть все обработано, все зализано, все заполировано. Но с этой стороны и есть еще один инструмент. Это вот такая вот открывалка-скребок. Тут сверху есть какая-то шероховатость, можно палец почесать, не знаю, возможно еще можно какую-то ржавчину счесать, но я бы не счесывал, потому что нож получит заусеницы и будет уже не так хорошо выглядеть. С помощью этого можно открыть бутылку и, наверное, открыть консерву. Ну, во-первых, где взять реальную консерву, которую нужно открывать ножом? Мне кажется, единственная ситуация, когда он может понадобиться, это если вы вот эту вот заушинку, с помощью которой открывается консерва, случайно оборвали. Тогда он может вам пригодиться, потому что если вы берете консерву, которая не открывается с помощью пальца, открывается с помощью консервного ножа, то у вас он должен быть. А если вы берете, у вас нет ножа, ну, я вам сочувствую, какой-то сбой программы идет. Поэтому давайте проверим вот на таком варианте. Ребят, это фигня, оно не работает. Хотя, если взять в левую руку, то можно попробовать. Честно вам скажу, это шляпа. Ну, то есть вы сможете открыть, но это максимально неудобно. Технически открыть вы сможете. Практически это на самый крайний случай. Консервный нож 3 из 5. Больше я, к сожалению, за него поставить не могу. И начну еще со второй фигни, которую поставили в этот нож. Это нож. Если вы посмотрите на шпинек, то это кусок пластика, который вплавлен в нож. Мало того, что он абсолютно ненадежный, так он еще и убирает большую часть ножа. То есть у вас от ножа остается 3 сантиметра. У вас и так их 4 с копейками, а так вообще остается 3 сантиметра. И этот нож максимум на что сгодится, это заточить карандаш. Вскрыть упаковку, естественно. Вопросов никаких. А если попробуем заточить карандаш? Причем я взял специально мягкий карандаш, потому что если я беру обычный карандаш, не так приятно точить, но можно. С задачей заточить карандаш, вскрыть упаковку, данный нож справляется. Хотя сюда можно было поставить реально хороший нож. Нож доходит только до вот сюда. Но еще есть как минимум 1,5 сантиметра. Не задействовано абсолютно ни для чего пространство. Там ничего не прячется, и туда можно было сделать окончание ножа, и тогда нож был бы нормального размера, ориентировочно 6,5 сантиметров. 6-6,5 сантиметров это уже вполне себе рабочий нож. Если бы на него еще поставили нормальный шпинек. Шпинек абсолютно бестолковый. Открыть с помощью данного шпинька вообще неудобно. То есть лучше бы оставили прорезь. По крайней мере, вся длина ножа могла быть использована. А так используется только вот кусочек. Два инструмента, которые хотели сделать удобными, на самом деле здесь получились так себе. Нож на троечку и открывашка на троечку. Давайте еще один инструмент рассмотрим, который на 3,5. Это большая отвертка с шероховатой поверхностью. Скажите, почему я не говорю, что это напильник? Ну, на самом деле, вот эта вот вещь, разлинованная по диагонали, на мой взгляд, вообще никакой функции выполнять не может. Она даже толком ноготь нормально не цепляет. Вот этот вариант напильника цепляет ноготь. С помощью него можно содрать краску. С помощью этого даже краска не сдирается, если честно. Также можно, если на пластике есть какой-то облой, тоже его счистить. Вот для этого он пригодится. Также вот такая вот большая отвертка с шероховатой поверхностью, которой вы сможете подпилить ноготь, если он у вас вдруг сломается. И основной инструмент, который привлекает внимание при покупке, это ножницы. Почему-то так говорят все обзорщики. На мой взгляд, здесь два более интересных инструмента. Это отвертка и нож-скальпель. Вот они реально интересны. Ножницы, кстати, хорошие здесь. Опять же, я видел обзоры, где их сломали. Резали с помощью них канат. Нельзя этими ножницами резать канат. Вы спросите, почему? Ну, во-первых, это нож городской. А во-вторых, не все крепления идут сквозные. Ну, вот, к примеру, здесь, как вы видите, здесь часть винта, она просто бутафорская и то ли заклепка, то ли просто вклеена в пластик. И я так подозреваю, что часть винтов здесь просто вклеена в пластик. Если вам это интересно, я могу маленькое видео сделать, где я его разберу. А так как я им пока еще пользуюсь, мне что-то не хочется разбирать, потому что вот такие вещи разберешь, а потом фиг соберешь. Не лазермен, поэтому просто так рисковать не хочется. Если интересно, пишите, конечно, разберем. Единственное, которые должны быть, по идее, настоящими, это те, которые держат клипсу. Я не удивлюсь, если все вот эти вот винты бутафорские. Не видел, чтобы кто-то разбирал данный мультитул. Скорее всего, он просто не разбирается. Итак, по ножницам. Ножницы интересные, складываются
если привыкаете, через какое-то время очень быстро. Режут хорошо, здесь запатентованная конструкция. На бумаге проверять, я думаю, без толку, но давайте проверим. Это любые ножницы должны резать. Ой, режет просто хорошо, прям со свистом. Если возьмем что-то потолще, тоже режет хорошо. И давайте проверим на таком вот тонком паракорде. И я считаю, что более толстые резать не нужно, если, конечно, это для вас не жизненно важно. А этот паракорд они режут ну просто отлично. Итак, какие же самые классные инструменты находятся в этом мультитуле? Во-первых, это отвертка со сменными битами, очень понравилась. Ножницы справляются со своей задачей отлично. Ногти, конечно, стричь ими не стоит, все остальное режут на ура. Скальпель тоже отличная штука. Этих трех инструментов хватило бы для того, чтобы я купил данный мультитул. И еще немного моего недоумения, зачем ставят вот такие вот напильники. Берем 420 сталь, берем напильник. Скорее всего, стирается сам напильник. Стандартный нож от Victorinox даже не царапается им. Хотя, возможно, это такой музыкальный инструмент. После 10-го раза я привык открывать данные ножницы довольно-таки быстро. Вначале мне вот эта вот вся абракадабра с перевертыванием показалась излишней, а вот пару раз открываете, привыкаете и, в общем-то, довольно-таки удобно пользоваться. В нужной ситуации достали, открыли, отрезали, режет. Как я и показывал, практически все. Толще картона я бы ими ничего не резал, но картон режет просто отлично. И самое интересное, в самом конце они хорошо режут. Это довольно-таки полезное свойство, потому что зачастую концы ножниц плохо режут. Особенно целлофан. А эти с небольшим щелчком режут до самого последнего миллиметра. И это, на мой взгляд, очень-таки большой плюс у них. Давайте подводить итоги. Здесь есть 3 отличных инструмента. Это отвертка со сменными битами. Это вот такой вот сменный скальпель, который всегда вас будет радовать остротой. И вот такие вот отличные ножницы, которые порежут практически все, что вам нужно, в разумных, конечно же, пределах. Теперь о недостатках. Короткий нож ввиду такого вот шпинька. Практически бесполезная открывашка для консервов. В крайнем случае, конечно, можно пользоваться, но очень неудобно. Такой вот напильник, который, в общем-то, особо ничего не пилит. 3 элемента, которые я бы сразу заменил. Поставил нормальные шпиньки и заменил вот эту вот клипсу на матовую металлическую или хотя бы анодированную. Потому что это больше похоже на краску. Я носил просто на кармане и я вижу, уже есть такие потертости. Плюс она как-то подозрительно блестит. Поэтому меняем клипсу, ставим новые шпиньки, ставим версию E2 и смело производим. Вот ради этих 3 инструментов стоит купить. Они выполнены отлично, они отлично выполняют свои задачи и ими удобно пользоваться. В общем, данную модель E1 от Nextool смело рекомендую. Берите, не пожалеете. И, естественно, ищите по отличной цене. Ссылочку поставлю внизу.